Так, вот я заполнила ватой. И теперь мы последний ряд еще вяжем. И все, на этом закончилась шея. И я думаю, что я голову буду вязать отдельно, потому что, ну, это нереально сейчас обвязывать. Я ее буду делать, как автор делал, потому что я даже не могу себе представить, как вам показать это здесь под камеру. Мне уже все тело в сиськи упирается. Представляете, если еще голову сейчас вывязывает, я не смогу это показать. Это не так легко, как все думают. Так, вяжем последний ряд. Мы вяжем один столбик, потом вяжем одну прибавку. Далее мы вяжем один столбик, потом мы вяжем одну убавку, потом мы вяжем 2 столбика, потом вяжем одну убавку, теперь мы вяжем один столбик, одну прибавку, и один столбик. Все, девочки, делаем соединительную петлю. На этом наша шея закончилась. Потом вот эта вот часть, смотрите, она как классно получается по длине, да, что вот сюда прям я буду садить голову. И вот эту часть, она как-то должна будет еще потом стягиваться. Я посмотрю, автор по схеме стягивает, она зацепляет эту часть вот с этой, и потом как-то утягивает, чтобы прям голова прям стояла. Мы же посмотрим, мы сперва посадим эту голову, девочки, если она без этой утяжки, голова будет хорошо стоять прямо, да, не будет вперед падать, то мы ее так оставим. Если же голова будет тяжелая и будет падать вперед, то нам придется здесь делать утяжку, как это делал и автор. Так, сейчас я вам покажу, как она это делала. Вот. Видите? Она цепляла вот внутрь тела и где шея, и потом это утягивала, чтобы голова прям наверх смотрела. Тогда она не будет вперед падать, понимаете? Это возможно сделать. Это надо будет просто зацепить и вниз туда. Даже не здесь утягивать, а здесь хорошо зацепить и насквозь вниз. И здесь как утянуть. Ну, мы посмотрим. Посмотрим, как он будет без этой утяжки сперва стоять. Хотя она сразу уже это делает. Давайте сперва свяжем голову. Свяжем голову. Если вы хотите, вы можете уже хвостик пришить. Потом здесь еще вяжется такая накидка красного цвета. Да, я еще эту нитку не вытащила, еще не показывала. Да, я буду из этой же нитки вязать. Ах, знаете, что еще? Еще хвостик. О, не хвостик, а носик, девочки. Носик еще мы не связали. Но носик я буду вязать именно с той же плюшевой пряжи, как и накидка. Давайте сперва свяжем носик сейчас, чтобы уже потом, когда он готов, можно было его к голове прикладывать и смотреть, да, где глазки садить и все такое. Ой, как хорошо, смотрите, как быстренько и как сладенький он получился. Так, девчат, все, я делаю маленькую паузу, я хочу кофе. Кофе и какую-нибудь печеньку, что-то меня начинает немножко колбасить опять. Голова вот и нос. Девочки, сделайте себе кофе тоже, чтобы мне скучно не было. Слушайте, давайте как-нибудь, наверное, лайвстрим сделаем на Новый год. Что-то мне прям поэтому... Я не думаю, что YouTube нам заблокирует, прям бухнуть охота. Я бы вместе с вами на Новый год выпила, честно. Стаканчик шампусика. Я уже 100 лет не была. Я не хочу выходить сейчас в лайвстрим, потому что, девочки, я пообещала своим дочкам отрастить волосы. Если вы видели, как я выгляжу, у меня это не мое. По плечи, волосы, но это не мое. Я сейчас выгляжу там, это пипец полный, короче. Волосы дыбом, если я утром стою, это вообще... У меня вообще такой волос, он такой жидкий весь, мне только короткие прически.
Когда мой парикмахер спустя 18 лет узнал, что я хочу отрастить волосы, он прям заржал очень громко. Я сказала, ладно, ладно, смеется тот, кто смеется последний. Поэтому, если вы видели, какая у меня голова, я даже выходить не хочу. Ой, блин. Не знаю, или я еще старее стала, или еще моложе, не знаю, без понятия. Ну, поэтому посмотрим. Посмотрим, может быть, реально когда-нибудь выйду, я уже забыла, когда я была. То я вот последний раз почти лысая была, да, я что-то так сильно коротко, с таким я прям, знаете, этим оборотом я вообще не рассчитывала, что мой парикмахер расслабился было одно время, где я в лайвстрим делала. Последнее видео, да, от меня было. Там волосы очень короткие. Ну, я сперва испугалась, когда вышла и увидела себя в зеркало. Думаю, ну ладно, что-то новенькое, почему бы нет. Я насчет этого очень смелая девочка. Мне как-то, если честно, все равно. Я пробую все в этой жизни, я ничего не боюсь. Ленку ни хрена ничего не убьет больше. Столько, сколько она перенесла в ваш год короны. И поэтому, не знаю, я еще подумаю. Но желание у меня есть опять выйти, опять с вами пообщаться. И знаете, проблема-то в чем? Меня же смотрят 2 нации. Вы знаете, как немцы обижаются? Если выхожу, я хочу только по-русски говорить, да? А они со мной хотят по-немецки. Потом они психуют, обижаются, больше мне не пишут, что я не выхожу на немецкий. Хоть бери экстра делай. Немецкий, русский, но я даже не знаю, о чем говорить с немцами. С вами как-то родина, как-то менталитет свой, да, как-то все-таки. Там есть о чем полялякать. А с немцами, ну, не знаю я. Сделаешь, я же знаю наш русский народ. Я напишу лайвстрим только для немцев. Да ни хрена, русаки будут... Русаки всегда впереди. Они будут все сидеть и писать. Ленка, как у тебя? Я это 100%. Я уже это знаю, понимаете? Я весь лайвстрим только ржать, наверное, буду, и все. Поэтому, девочки, я не знаю. Охота мне очень сильно... Как-то и охота, и неохота. Что-то ленивая я такая стала. Так, ладно, пойду я себе сделаю кофе и принесу красную пряжу. Свяжем с вами носик. Окей? Давайте. И вы себе тоже чашечку заварите, и я потом проверю. Девочки, смотрите, вот такую пряжу я у себя нашла. Но это тот же сорт, только она у меня, к сожалению, бордовая. У меня нету красной. Так хотелось красная, но бордовая, она как-то, знаете, теплее, мне кажется, даже как-то смотрится. Номер 320, да? 30020. 320 можно здесь и по-другому понять. Вот, вяжем пятачок. Итак. Вот, для этого мы берем колечко амигуруми и вяжем 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. Затягиваем и вяжем с вами 1 столбик, 2 прибавки, и так 2 раза. Провязываем 1 столбик и 2 прибавки. 1 прибавка и 2 прибавка. Для того, чтобы он как овалом получился. Опять вяжем 1 столбик и 2 прибавки. Далее мы провязываем с вами, у нас сейчас 10 столбиков. Мы вяжем 2 столбика. Раз, два. Теперь мы вяжем 2 прибавки. Раз, два. Теперь провязываем 3 столбика. Теперь делаем 2 прибавки. И провязываем с вами еще 1 столбик. У нас сейчас 14 столбиков. Теперь мы вяжем 1 ряд без изменений, 14 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 14. Так,
Видите, если туго вяжешь, всегда эта пряжа, она как будто начинает пушиться. Это от того, что вот некоторые говорят, почему моя пряжа пушится? От того, что туго вяжешь. Потому что эта пряжа, она любит свободное такое вязание. Теперь мы делаем 7 убавок, девочки. Вот. В такой носик я всегда, знаете, ложу лучше пряжи. Я никогда не ложу в темный нос, не ложу вату, потому что она может, от того, что вы набиваете, может просвечиваться. И бывает часто вата вылазит. Поэтому я беру всегда, вот когда закончу вязание, чуть-чуть этой пряжи намотаю и туда и засуну, и все. Так, делаем 7 убавок. Убавки я делаю такие, как мне легче, потому что все равно это все закрывается внутри, когда мы будем нос пришивать. 2, 3, 4, 5, 6 и кошка у меня сзади здесь чихает. 7. Так, я этот носик пришью этой же ниткой и оставлю длинную часть. Это будет у нас ротик для вышивки, да, ротика. Поэтому, ну, подлиннее оставьте. Лучше чуть-чуть помучиться при пришивании, но уже сразу иметь эту длинную нитку, чтобы вышивку сделать. Где рот у нас будет. Так, сейчас я вытяну ее. Вот. А сюда я просто вот, ну, чуть-чуть запихаю. Если бы он был бы белый носик, я взяла бы вату. Но в такой я вату редко беру. Сильно я его не наполняю, потому что я люблю, чтобы он был немножко приплюснутый такой, когда его пришиваешь, а не торчал, как шарик. Ну вот, как-то так, девочки. Вот такой у нас будет нос. Все, вроде бы все маленькие детальки связали. Из этой же пряжи я буду делать накидку. Но накидку свяжем, когда он уже у нас будет готов, да? Так, теперь что? Теперь вяжем голову, девочки. Не знаю, остановлюсь ли я сегодня на этом. На голове, может быть, еще успею сегодня ее сделать, а завтра только все собрать и все. Мне казалось, что работа будет такая немножко, ну как, ну, затратно по времени, да? Нет, вообще быстро идет, девочки. Единственное, что здесь вот с этим каркасом немножко муторно, а так нет. Итак, голова начинается вязаться сверху, да? Вот такой формы. Я люблю всегда глазки садить ниже, к носику, но это каждому, да, это здесь по вкусу, кто как хочет. Так как глаза все равно будут вниз утягиваться, они автоматически вниз еще спускаются. Из-за того, что, наверное, нос большой, он будет конкретно выделяться, да, но мы посмотрим. Я бы глазки, может, чуть-чуть пониже посадила, но это мой вкус. Так-то он красивенький, все, я ничего не хочу автора обидеть, но я бы глазки чуть пониже сделала. И знаете, что я еще хотела? Если это будет девочка, я хочу, может быть, веки взять, посадить с веками. У меня есть веки. И из них еще вот эти вот ресницы длинные, знаете, вот наклеить искусственно, которые вот наращиваются, да, чтобы она девочкой выглядела. Ну пусть она будет все равно же для декорации. Что-то мне охота такое, что такое прям женское, что-то я уже забыла про это все. В последнее время мужиков вяжем. Хочу девочку. Вот. Делаем колечко амигуруми, начинаем вязать голову. Вяжем 6 столбиков. 3, 4, 5 и 6. Да, потому что другой у меня немец, олень. Немец, олень. Хорошо, что они меня не слышат. Он будет у меня побольше, поэтому это будет самец. Самец. А мы вяжем самочку сейчас. Так, 6 прибавок. Раз. Два. Один. 3. 4. Мне такое ощущение, что у меня только одна радость жизни, когда я сюда за это видео сажусь. Только я сама начинаю расслабляться, да, на самом деле быть такой, какая есть. Это же ужас. Наоборот, надо себя при людях немножко как-то скрыто вести. А мне, блин. Ой, Лена. На меня прет вообще, я не знаю, что происходит. Вроде бы уже
Осенний тормоз прошел. Или сейчас уже зимний начнется. Зимние депрессники. Так, аж сопли побежали. Так, у нас 6 прибавок. Мы вяжем сейчас, девочки, с вами 3 ряда. Да? Вяжем самостоятельно. Здесь связать нечего. Мы сейчас провязали 6 прибавок. Теперь мы вяжем 1 столбик, 1 прибавка. И так 6 раз. Следующий ряд 2 столбика, прибавка 6 раз. Следующий ряд 3 столбика, прибавка 6 раз. И потом 7 рядов без изменений, 30 столбиков. Так, один ряд свяжу с вами, покажу, как это делается. Да? 1 столбик, 1 прибавка. И так 6 раз. 1 столбик, 1 прибавка. Ну, это значит весь ряд, да? Опять же, для тех, кто, для тех, кто не знает. 1 столбик, 1 прибавка. Сильно острый крючок. Он мою пряжу прям он ее насилует, если честно. Прям рвет ее. Мне аж на ее жалко. Я люблю, когда пряжа ровно ложится. Она прям торчит во все стороны. У меня нету 4. Я сколько крючков пересмотрела, все они такие неудобные в руках. А этот какой-то, ну, сильно грубый. И прям мне аж больно, когда я вижу, что пряжа так лохматится. Следующий ряд я уже провязала, да? Теперь вяжу 2 столбика, 1 прибавка. И так 6 раз. Вот, провязываем эти прибавки. Последний ряд с прибавками будет 3 столбика, прибавка, и так 6 раз. У нас с вами будет 30 столбиков, и потом провязываем 7 рядов без изменения, 30 столбиков. Итак, девочки, вот посмотрите, провязала эти ряды, да, 30 столбиков, 7 рядов тоже провязала. И теперь мы вяжем с вами прибавочки. Для этого мы провязываем сперва 12 столбиков. Провязала, и теперь мы вяжем 6 прибавок. 1 прибавка, 2, 3, 4, 5, 6. И до конца ряда еще 12 столбиков. Вяжем следующий ряд. У нас сейчас 36 столбиков. Мы вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь провязываем с вами 3 прибавки. 1, 2, 3. Провязали. Теперь вяжем с вами 20 столбиков. Провязала. И теперь мы вяжем опять 3 прибавки и 5 столбиков до конца ряда. 1 прибавка, 2 и 3. Ну и 5 столбиков. Вяжем следующий ряд. Вяжем, девочки, 7 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7. И теперь мы вяжем с вами 3 прибавки. 1 прибавка, 2 и здесь же рядышком 3. Сделали. Теперь мы вяжем с вами 22 столбика. Провязала. Теперь мы также аналогично делаем 3 прибавки. 1, 2, 3. И у нас остается еще 7 столбиков до конца ряда. У нас с вами 48 столбиков. Следующий ряд. Вяжем сперва 13 столбиков. Провязала, теперь вяжем 1 прибавку.
Теперь, девочки, мы вяжем 1 столбик, 1 прибавка, и так 3 раза. 1 столбик, 1 прибавка. Это раз. 1 столбик, 1 прибавка, 2. Столбик, прибавка, 3. Далее вяжем опять 8 столбиков. Что-то я не могу затормозить. Держите меня, девочки, держите. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее вяжем 1 столбик, 1 прибавка, и так 3 раза. Столбик, прибавка, столбик, прибавка, и последний раз. Столбик и прибавка. И что остается? 1 прибавка. Еще, да? И 13 столбиков до конца ряда. И у нас должно быть 56 столбиков. Итак, у нас 56 столбиков, и мы провязываем сейчас просто 2 ряда без изменений, 56 столбиков. А я пойду посмотрю, какие сюда можно глазки вставить. Ну, подумаю, вставить ли мне с веками, тогда сюда надо маленькие. Или же взять обыкновенные глазки. Что-то охота такое красивое, прям чтобы она вот на ютубе прям светилась такая на Новый год. Чтобы она выделялась. Должна быть красивая. А я вот думаю, пойду поищу глазки, девочки, а вы вяжите 2 ряда без изменений. Итак, девочки, смотрите, я еще эти 2 ряда не провязала, но я посмотрела у себя фурнитуру. Я нашла такие глазки, они 11 миллиметров. 11. И у меня есть вот такие веки. И сейчас, конечно, она выглядит как-то не очень, да, вот что-то не то. Но я хочу рискнуть. Я хочу рискнуть и сделать с веками. И обязательно я под эти веки еще приклею ресницы. Очень охота мне что-то такое, чтобы она была. Прям такие, чтобы длинные ресницы были. И еще, когда мы будем оформлять мордашку, я протяну здесь белую нить. Здесь белую нить, здесь тоже, и здесь ресницы. Сейчас, конечно, она не так смотрится, но и мне кажется, что потом будет эффект офигенный. Вот. Носик, он садится, когда мордашка будет готова, садится здесь сверху. Вот так вот и пришивается. Вот, я уже прикладывала рожки. Вы видите что-нибудь? Рожки прикладывала, ушки. Оно вроде бы все красиво будет смотреться. Немножко страшновато мне, потому что я всегда так скептично к векам отношусь. Хотя можно такой обалденный эффект сделать, да. Но я думаю, что я попробую. Вот. Я попробую сделать с веками. Вот, вы как хотите, да, если у вас... это самое. Ссылочки я поставлю под этим видео. Веки. Через Одноклассники можно там у девочек заказать. На русская фурнитура. Вот. А кто по Германии, здесь, если кому-то надо, у меня есть в моем онлайн-шоп. Тоже ссылку я. Не ссылку, а просто зададите в Google. Вот. Или там ссылку. Ну, просто зададите amigurumi.shop.net. Это кто в Германии живет. Я тоже напишу под видео, как он называется. Там можно их будет купить. У меня они есть в наличии. Я вот так вот сделаю. Тогда сейчас я этот глаз еще сюда вставлю. Он сюда просто вставляется. Немножечко надо с силой. Под низ. Сейчас, девочки. Вам лучше это не видеть, что я делаю. Мы работаем чем можем. Как-то вот так. И вот сюда его вот так. Ой, сладенький такой. Конечно, она может быть грустняшкой, а может быть и нет. Но мне нравится, мне уже сейчас нравится. Девочки, не клеить, а крепить. Да? Крепить, не клеить. Думайте о детях. Блин, не хочет. Ты хоть
хоть куда сейчас вот прижимай, хоть у груди, хоть к пятой точке. Блин, так тяжело. Вот, зацепилась. Зацепила. И второй тоже. Ох, блин. Пойду я другую возьму, это вообще не хочет. Короче, ну вот такие вот классики, да, и будет красиво. Вяжем 2 ряда, если вы еще не провязали, то вяжем. Так, когда глаза садим, вы смотрите, да, чтобы они сидели, а то я сейчас тут прицеплю, я хоть обозначила. Вот это вот щеки. Ну да, в принципе, все правильно. Пойду я другое крепление возьму, потому что это село, а это сильно маленькое. Итак, девочки, вот я провязала 2 ряда, и по схеме нам нужно будет провязать еще один ряд 56 столбиков и на одну петельку сместиться, да, сделать одну петлю смещения. Провязываем еще один ряд и еще одну петлю смещения. Вот, девочки, провязала, теперь мы будем делать убавки. И убавки здесь надо вам очень-очень хорошо подобрать. Подождите. 9 столбиков убавка. 4 столбика. У нас вот впереди, здесь по схеме идут сперва 9 столбиков. Так. Потом идет одна убавка. И потом у нас идут 4 столбика, одна убавка, и так 6 раз. И вот эти вот убавки, да, они должны быть именно здесь впереди. Поэтому и была сделана здесь петля смещения. Вот. Я хочу сейчас просто, если вам это не интересно, перематывайте, да, но для меня, мне это важно, чтобы вот эти вот убавки, где 4 столбика убавка и так 6 раз, чтобы они произошли именно здесь впереди. Иначе морда будет кривая, косая. Это очень важно. И так как при вот круговом вязании всегда петля смещается, может быть такое, что я могу стоять здесь неровно. Поэтому я хочу попробовать сделать сейчас этот ряд, посчитать просто. Сперва я провязываю 9 столбиков, это значит 2, 4, 6, 8, 9. Так, потом я делаю одну убавку, это 2 петли, цак. Потом я вяжу 4 столбика, убавка и так 6 раз. Я поставлю сюда крючок. Это значит, отсюда у нас начинаются убавки. И они, в принципе, должны симметрично где-то вот тут закончиться, девочки. Посмотрим. Это значит 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и одна убавка. Убавка состоит из 2 столбиков. Это раз. Раз, два и убавка. Это 2. Раз, 2 и убавка. Это 3. Раз, 2. Убавка 4. Раз, 2, убавка 5. Раз, 2, убавка 6. Вот тут у нас будет последняя убавка. Вот тут она будет. Так. Вот. Ну, в принципе, если так посмотреть, оно все правильно получается. Это отсюда, вот видите, вот если она симметрична, если мы отсюда начинаем убавки делать, они тут же и заканчиваются. Значит, убавки у нас, в принципе, здесь будут ровно. Значит, в принципе, здесь я правильно стою. Но это я всегда, когда вот такие мордашки вяжутся, где идут сплошные убавки здесь спереди, это очень важно, чтобы мы правильно здесь стояли. Иначе все вот эти вот симметричные убавки, они будут сбоку сделаны, морда будет на бок у него смотреть, понимаете? Это важно. Итак, ладно, давайте провязываем. Короче, теперь болтологию я заканчиваю. Вяжем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь делаем одну убавку. Убавки я здесь буду делать закрытые такие, да, за передние стеночки, потому что, ну, это будет не очень красиво, если они будут видны. Дальше вяжем 4 столбика убавка и так 6 раз. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4 и убавка. И так провязываем, девочки, еще 5 раз. 4 столбика, убавка. Вот и провязала эти убавки. И теперь еще до конца ряда остается у нас 9 столбиков. Просто их провязываем. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Следующий ряд. Смотрите, девочки, я использовала один клубок. У меня вот еще остается. Почти все связано.
Одного клубка достаточно. Но я туго вяжу, вы видите, да? Я советую тем, кто слабо вяжет, брать всегда в резервы всегда, чтобы у вас было 2 клубка. Вот. Далее. Еще у нас 2 ряда таких будут с убавками, девочки. Вяжем опять 9 столбиков. Провязали, теперь мы вяжем 1 убавку. Теперь вяжем с вами 3 столбика убавкой, и так 6 раз. 1, 2, 3 и делаем 1 убавку. И так вяжем, пожалуйста, еще 5 раз. Провязала, и у нас до конца ряда остается 8 столбиков. Вяжем 8 столбиков просто. 3, 4, 6, 7, 8. Так, следующий ряд. Мы вяжем с вами 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь вяжем 1 убавку. Далее мы вяжем 1 столбик, 1 убавка, и так 11 раз, девочки. Столбик, убавка. 1, столбик, убавка. 2. И так вяжем еще 9 раз. Все вместе 11. Провязала я эти 11 убавок, и мы вяжем еще до конца ряда 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Девочки, у нас 30 столбиков. Вот так вот. Если вы хотите, вы можете уже, в принципе, мордашку ватой заполнить, да? Вот. Сейчас пойдут одни убавки. Нам перед тем, как их полностью убавлять, нужно сперва провязать один ряд 30 столбиков. Вот. Провязываем. Я же сейчас заполню ватой. Обожаю вот такую вату. Какую-то подушку я распустила. Не помню, какой, девочки. Очень часто я покупаю у нас здесь в Германии, в Вальде тоже есть такие подушки большие, 90 на 90, по 10 евро. Одна подушка. И ее надо трогать. Если вы чувствуете, что это комки, вообще я не прикасаюсь. Если вы чувствуете, что она такая прям упругая, большая, да. Они обычно не плотно набиты, но они такие упругие, прям чувствуется это. 10 евро. Знаете, сколько мне хватает на этих игрушек? Вот она офигенная просто. Она такая пружинистая. И она... Игрушки очень классно. Но она ровно их раскладывает. Вот, господи, что за тавтология. Она, знаете, так, она очень ровно ложится внутри. Без всяких вот этих вот горок. Я люблю, когда ровненько. Ой, какой щекастый-то, а? Господи. Так, ну я думаю, больше сейчас пока не надо. Надо убавить сперва, потому что она будет мешать здесь, эта вата. Самое главное, голова тут набита. Набита. Чуть-чуть можно ее втянуть. Вот так. Обязательно сделаем утяжки. Перед тем, как нос пришить, мы сделаем утяжку. И вот такую вот утяжку здесь, да, чтобы видно было, что потом только красную ниточку сверху положить, и все. Я еще сегодня это сам сделаю. Девочки, время ровно 12. Еще время есть. Мне завтра на работу не надо. Вот, я не работаю завтра, поэтому можно детей утром развезу в школу. Что-то я в последнее время такая добрая, они в основном меня на велосипедах гоняют, а я что-то не знаю, встаю вместе с ними. Говорю, ну давайте, я вас отвезу, у нас сейчас дизель такой дешевый, почему мама же тут отвезет вас на работу. А так они, я заметила, если их лишний раз в школу отвезешь, они потом тебе все дома делают, они такие ленивые. Своими задницами двигать на велосипеде. Блин, мы же гоняли раньше. Да мы на самокатах гоняли в школу с горки зимой. Ой, как вспомню, блин, вообще. А тут эти дети, блин, обожрались, зажрались. Мама, ты меня отвезешь? Ну, конечно, а что? Дизель у нас дешевый, да. Движения вообще нет, особенно если автобаны закроют, и все через наш город Батолдысло. Это вообще пипец. Тут не проехать. Мне, чтобы до школы 5 минут езды, я еду полчаса.
Кошмар, что иногда творится. Так, все, девочки, я молчу. А то несет меня и уносит меня, и уносит меня. Лена, тебе спать пора, у тебя крышу тут сносит. Вот. Мне кажется, я в этом доме самая эмоциональная. Я иногда от своих эмоций, девочки, очень сильно страдаю. Сильно, да. Меня как вот польется вот это вот все. А потом сидишь и думаешь, твою мать, Лена. Мне аж самой от тебя страшно. Ладно, девочки, следующие ряды. Вот, 3 ряда, и все. И мы с вязочкой готовы. И нам остается только накидку связать, и все. Мы вяжем сейчас 3 столбика убавкой, так 6 раз. 2 столбика убавкой, так 6 раз. И 1 столбик убавкой, так 6 раз. У нас останется маленькое такое отверстие здесь. И это отверстие мы потом будем одевать на тело. Автор, она ее пришивала так, что он не прямо смотрит, а на бок. Она ее пришила голову так, что тело... Смотрите, сейчас, девочки, покажу. Вот так вот тело. Ой, какой будет классный, я уже сейчас представляю. Вот так. Вот тело, да? А голова не так пришита, а вот так пришита. Чую я в своей 5-й точке, что я не насажу здесь ни на что. Это придется мне, наверное, отрезать. Или мне придется эту вату так делать, да? Чтобы она туда залезла. Да. Нет, я не буду отрезать. Мне надо, чтобы голова-то мощная. Она должна как-то держаться. Девочки, я там дырочку такую, видите, сделала. Гнездышко. И вот так мы насадим. Вот так. И вот так. Ой, господи ты. Ой, видите что-нибудь? Нет? Ну-ка, подождите, я так покажу вам. Ну, что-то будет здесь такое интересное. Ну, пока еще страшненький, да? Ну, подождите. Не торопите события, да? Я учу себя ни в чем не торопиться. Ну, Ленка, разве можно бабу переделать в 40 лет? Да никогда в жизни. Бабу не переделаешь, если сама себя только, да, не сломаешь. Так, короче, девочки, завязываем с болтологией. Мы вяжем 3 столбика убавкой, так 6 раз. Потом 2 столбика убавкой, так 6 раз. И 1 столбик убавкой, так 6 раз. У нас должно остаться 12 петель. И мы заканчиваем. Так, мы заканчиваем. Я щеки вот эти набью, а здесь дырочку оставлю. Сильно набивать тоже не буду, потому что я хочу сделать утяжку. А чтобы утяжки были красивые, мордашка здесь должна быть, ну, немножечко мягкой. Иначе мы так не утянем. Меня вот этот вот штырь прям ирритирует немножко. Прям думаешь, как я вот это пихать-то буду? Не мое это дело. Но придется, да? Женщины могут все. Так, давайте вяжем. Итак, девочки, посмотрите, вот я довязала, да, я сделала там отверстие, вату я заполнила только вот по бокам, да, тут я оставила место, чтобы как-то эту голову засунуть. Вот. Мне надо еще так вот это все, наверное, пообрезать, чтобы мне это все не вылазило тут, да. Короче, вот эти вот штучки, они очень удобны. То, что они такие лохматые, вот именно для головы, это, ну, как-то, ну, не очень так практично. Так, сейчас, подождите, похимичу. А если я тебя загну? Давай я тебя загну вот так вот. Я тебя загну. Девочки, не расслабляйтесь сильно, не расслабляйтесь. Цак. Вот, видите? Самое главное вовремя загнуть. И все будет хорошо. Это мы, я думаю, спрячем туда. Ну, я потом это отрежу. Вот так она должна быть. Вот так я ее пришью. Короче, потом берем нитку вот такого желательно цвета. Вот это вот здесь я все, это я все здесь уберу. Ну, отрежу еще.
Потом, когда эту голову сейчас сделаем, мы просто ее так вот садим. Я хочу, чтобы она вот так смотрела, да, чтобы всю красоту можно было видеть. Она должна в бок смотреть. Тогда мы его в профиль будем видеть. Вот. И потом ниточка, но не этой ниткой, девочки, плотную такую, вот такую, только под цвет. И захватываем. Одну петлю с головы, одну с шеи. И пошла, 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 затянула. И он будет классно. Сейчас мы еще голову утянем, сделаем ее симпатичной. Я тут немножко побрею вот это все. Достаточно такой маленький кусочек. Ну, будет, мне кажется, офигенная будет игрушка. Я вообще уже сейчас прям, сейчас я вот балдю прям. Не хочу я сильно эмоционировать, а то я только вреда делаю со своими эмоциями, блин. Многих это бесит. Не только моих подписчиков, поверьте мне. Ну как без эмоций? Без эмоций жизнь будет скучной. Скажите же, девочки. А баба Овен, они такие, они мозг вынесут всем. Всем, кому надо и кому не надо. А потом локти кусают. Так, кто Овен, сейчас поймет меня. Овен или лев, ну или стрелец, это все одно и то же стадо. Ой, я забыла, когда последний раз смеялась, девочки. Я в последнее время что-то такая, как капут такая была. Вообще была никакущая, я ничего не хотела. Мне жизнь была не мила. А сейчас вот села к вам, да, и мне так хорошо. Я теперь понимаю, почему меня сюда тянет. Потому что я заряжаюсь от вас. Так, что будем делать-то? Надо утягивать, а утягивать как? Это мне придется туда внутрь, а там же ваты нет. Ну, я не знаю, девочки, что я сейчас тут надела, но глазки я хочу утянуть. Короче, туда веду, сюда веду. Я хочу глаза утянуть, чтобы они ниже сидели. Опять здесь выхожу. Иголку надо было подлиннее, но подлиннее возьмешь, она мне будет мешать. Так, ну как-то вот так. Теперь опять вата туда, в сторону идем. Сюда иду. Утяжки делаем здесь внутри. Не знаю, как она утянется. Эта вата может не дать этому всему случиться здесь. Но мы ее как-нибудь сейчас все равно натянем. Что-то, мне кажется, такая она будет красивая. Я ресницы обязательно, девочки, наклею. Как это без ресниц? Даже я в свои 40 лет покупаю специальный серум для своих ресниц, чтобы они мне росли. Иначе я вообще буду лысая да сивая. Да, есть такая классная штука. Но, блин, она такая дорогая, девочки. Дуглас. Если кому интересно, я вот испробовала и пользуюсь уже, девочки, 5 лет. Ну, падла дорогая. Я всегда залазю иногда онлайн в Дуглас и смотрю, если она в Ангиботе, ну, со скидкой. Я даже не хочу цену говорить здесь, потому что некоторые подумают, что у меня крыша едет, да, потому что реально там какая-то маленький какой-то флакончик, он очень дорогой, но от него так растут ресницы, и не надо вообще ничего клеить, ничего там наращивать, я вообще такое не признаю. Пусть у меня лучше сиськи, как уши шпаниеля висят, но это свое родное. Чем там, я не знаю, эти силиконы. Это вообще не мое. Вообще. Я не знаю, девочки. Красоту ничем не испортишь. Если ты красивая, то ты красивая. Ты и старая красивая, да? Лишь бы чистая ты была и не воняла. Остальное все хорошо. Каждый возраст по-своему красив. Скажите же. Зачем над собой издеваться? Я вообще такое не понимаю. Поэтому, если вдруг у кого-то есть интерес, я вам напишу комментарий, что это за серум, как он называется. Зерум это такой, да, я не знаю, как она по-русски, но у немцев зерум для ресниц. Офигенная вещь. Месяц только надо пользоваться, месяц. Каждый вечер перед сном мажешь область ресниц, класс, и они начинают расти. И растут, я вам сказала, как. Ну что, мне кажется, я больше не буду утягивать. Носик будет вот здесь. И вот здесь должна быть такая полосочка. И мы ее утянем. Вот так. Попробую, я не знаю, как у меня получится. Мне надо вообще, чтобы это круглое место осталось, для того, чтобы я могла голову вот так прошить.
Что-то здесь не то получается. Вообще не то. Сюда надо будет вату. Я обязательно еще сейчас вату добавлю. Чуть-чуть. Чтобы щечки такие были. Может, не обязательно здесь делать утяжку. Но у автора красиво так с утяжкой здесь. У меня не получается. А где тут? Где эта мордашка-то? Хотя, знаете, она не сильно здесь-то утяжку делала, в принципе. Ну, где носик она делала, она по-другому делала. Знаете, что надо? Надо выше посадить. Не здесь снизу, а выше. Выше. Еще выше. Вот сюда. Отсюда утянуть. Ну, я сейчас попробую, я не знаю. Я хочу вот эту вот полосочку сделать красивую. Она закроется, да, у нас красной ниткой. Может, как-то так? На зайца не похож. Он же на зайца сейчас будет похож. Сильно нельзя утягивать, девочки. Вот так вот. Мне кажется, хватит. А как узел делать? Больше не буду. Чуть-чуть только. А то сейчас у меня заяц получится. Здесь где-нибудь узел надо сделать. Иди сюда. Лена. Ну ладно, Игаль. Все равно пришивать все это я спрячу. Что ты тут химичишь? Еще на весь YouTube. Короче, здесь вот, ну, чуть-чуть только. Я сейчас еще здесь как-нибудь это... Я не думаю, что он куда-то денется, этот узел, я ее туда спрячу. Короче, сейчас мы нос пришьем. И эту нитку здесь сверху положим. Но перед тем, как мне надо вот эти щеки еще набить. Мне не нравится, что они такие плоские. Как-то так. А эта дырочка же должна еще оставаться. Я совсем про нее забыла. Вот так. Короче. Слушайте, используйте голову для зайца. В будущем, все, кто хочет. Уши длинные вот такие. И тело от какого-нибудь. Знаете, чего это, что это классно будет? Вот эти зайчики, которые у меня есть, вот такие с длинными ушками, маленькие, в юбочке. Вы можете попробовать эту голову связать по размеру, прям самое то. Девочки, вы попробуйте кто-нибудь сделать. Мне кажется, будет классно. Форму прям все тело, как у меня зайка стоит. Да, в юбочке такая розовая на ютубе. Вот. А голову свяжите эту и ушки ей. Это типичная зайчья морда тоже. Понимаете? Все, короче, сейчас, девушки. Вообще-то мне уже спать пора. Детское время закончилось. Да? В игрушки наигрались. Сколько можно здесь? Так, короче, вот такие вот рога. Блин, мне это слово, короче, я его выбить не могу. Жангор у меня. Жангор? Или как он? Жаргон. Что я сказала? Жангор? Привет. Жаргон. Девочки, я сама себя парафини на весь YouTube. Ну, ладно, вы простите меня, да? Я ничего не могу сделать. Короче, вот так. Вот так. Зато как красиво, скажи, да? Вот мы ему как-нибудь так вот их пришьем. Смотрите, какой он получается. Еще и ушки, чтобы висели. Короче, вот эти все детали, девочки, я с вами пришить не смогу. Это вы все пришиваете сами. Кстати, у меня вот этот рог классно получился, а этот немножко сюда в сторону, блин. Я не знаю, как его теперь крутить. Один сюда, другой сюда. И вот такие вот ушки будут еще висеть. Это вы все пришиваете потом, девочки, сами. Я не смогу под камерой.
Ой, смотрите, вот. Даже вот эти можно ушки как зайчи использовать. Как красиво, а? Блин, из этих игрушек можно, вот, если у вас фантазия есть, вы можете придумать, что хотите. Вот так. И рога. Вот так. Ой, она будет офигенная. Короче, у меня аж все чешется. Опять эти эмоции прут. Девочки, успокойтесь. Дайте ей успокоительный. Если честное слово, если бы сейчас кто-то бы в стороне постоял, на меня посмотрел, как я тут под камерой сижу и херню страдаю, да, люди бы подумали, что у нее не все дома. Но реально, то что, у меня реально не все дома. У меня не все. Одинокая мамочка с 3 детьми. Не все же дома. Не все. Поэтому вот, ничего не поделаешь. Крыша как-то должна по-своему с ума сходить у каждого. Я вот здесь с ума схожу. И вы знаете, меня все устраивает. То, что я по-своему здесь с ума схожу. Короче, вот этот вот, вы видите, да, там, где вот нитка, я всегда ее наверх ложу. Вот где начало, да, наверх. Чтобы вот этот низ, потому что в основном на низ ты смотришь, он был здесь ровненький. А здесь это можно всегда скашировать. Ну как, закрыть. Так, вот теперь попробуйте, блин, это прошить еще под камеру. Мне еще что-то опять колбасит. Я вроде недавно сникерс съела, и все равно мне колбасит. Что такое? Где я? А вот она я. Ножим лосик. Ножим лосик. Ложим. Нет, даже ложим нельзя. Я уже боюсь это слово говорить. Кладем. Да, кладем, правильно? Кто-то мне коррегировал несколько раз. Не ложим, а кладем. Кладем носик на эту мордашку. И прошиваем. Вроде бы я кофе выпила, что-то меня колбасит тут, как будто я пол-литра самогонки жахнула. Ну, видите, сладенький такой. Здрасте. Ты оживаешь. Короче, девочки, ну не могу я показывать. Вот пришейте этот нос, и потом мы вот так вот еще положим, да? Пришиваем, короче, этот пятак. Красиво пришиваем. Смотрите, наконец-то я его, этот пятак доделала. И теперь мы просто положим вот его. Ну, я так его на эту ниточку положу. Сверху. Ну и как-то надо это дело закрыть. Немножко можно слегка утянуть. Чуть-чуть. Вот так. Вот так. Вот так красиво. И я введу, наверное, сюда. И здесь, наверное, я где-то сделаю узел. Знаете, еще что красиво? Шарфик ему связать. Не только накидку, но и шарфик. Так. Я сейчас по носику еще пару раз пройдусь, чтобы уже 100% было все ровненько. Или вернее держалась. Носик, когда я пришивала, я прямо вот так вытягивала, девочки, чтобы он мне такой, знаете, был овальным. Короче, я узлы здесь делать не буду. Я сейчас просто по носу несколько раз пройду. И там нитка эта спрячется. Она никуда не денется. Если хотите, делайте еще узел. Я не буду. Так я оставлю. Что это за петля здесь? Мне она вообще не нравится. Тянуть ее вот так. Ну, как-то так. Вообще не люблю узлы. Лучше эту нитку несколько раз прогоню внутри и все. Короче, вот такой у меня получился красавчик.
Теперь я очень сильно хочу сделать вот эти белые такие. Может быть, и не стоит даже делать потом ресницы. Веков будет достаточно, я не знаю. Короче, ну я что-то такое хочу сделать. Больше делаем узел, чтобы он где-нибудь там внутри спрятался. Что такая нитка длинная, не пойму. Наверное, на скорости оторвала. У меня все всегда со скоростью. Так, вот туда ввожу. И вот где глаз вывожу. Вот тут сбоку, девочки, прям под века. А оно не хочет. Вот сюда где-то так. Не хочет, заставим. Так, ну надо мне прям вот там. Смогу? Смогу. И как-то... Он, наверное, будет сильно грустно, девочки, да? Чего меня так трясет, а? Так, вот сюда. Вот сюда. Сюда. Прям под глаз. Я не знаю, что будет. Ну, что-то такое охота красивое. Ну, так вот, если вот так вот делать, он будет сильно грустно. Если у вас века нету, то делайте здесь сбоку. Он грустный такой получается, да? Он сонный получается такой. Оставить? Оставлю. Что-то такое зимнее мне напоминает. Мне нравится. Ну, конечно, опять грустно. Ну, у Ленки все такие игрушки, они все у нее страдальщицы. Говорят же, что звери, что игрушки похожи на своих хозяинов, да, страдальщики. Хотя, ну, кто знает это, я при вас всегда такая веселая, да, что вы думали, что у меня все зашибись. Все ж так думают, что у Ленки жизнь все по маслу. Так, оставлю так, девочки. Смотрите, он какой. Ну, он на девочку сейчас не похож. Он похож больше на пацана. Я сейчас ему ресницы сделаю и прям испорчу. Типичная, смотрите, хотела девочку сделать, получилась типичная морда мужика. Прям недовольный такой еще. А? Ты посмотри какой. Вообще-то я тебя вообще не хотела тут таким иметь. Кто ты такой? Я вообще тебя не хотела. Это что у меня за конец тут торчит? А, это узел, наверное, я сейчас завяжу и все. Я вообще его не хотела, получился у меня мужик. Сейчас просто так закреплю. Но она никуда не денется, она все внутри там спрячется, это же все прошью. Чего мне ему ресницы? Знаете, она будет красиво сочетаться с рогами. С рожками. И она будет так все зимнее, видите? Девочки, видите? Она будет прям так все зимнее смотреться. Ой, красавчик. Нет, я ему сделаю ресницы. У этих оленей, что у лошадей, у них же всех такие длинные ресницы. Девочки, сейчас подождите. Но я не буду их клеить, потому что я потом, если буду пришивать голову, это такая вещь, она все равно идет как декорация, я ее могу потом испортить. Я ее приклею в самом конце. Мужик, ёшкин цвет. Хотела от них подальше, он рождается. Все. Так, что нам осталось? Короче, ну вы поняли, да, как голову пришивать? Вы просто вот берете, садите. Вот так. Это я, конечно, все спрячу. Берете нитку и пришиваете. Единственное, что я не знаю. А, смотрите, девочки. Вам надо... Сейчас. Вам надо его... Если я его ставлю на ножки, да, то у него голова немножко так... Вам когда пришиваете, попробуйте его сразу... Вот здесь же еще проволока. Ее можно все равно так чуть-чуть загнуть сюда. Вот так. Попробуйте эту голову сперва, когда вы пришиваете, немножко ее
назад, вот так вот на бок сюда утягивать. Ну, как когда притянуть чуть-чуть. Тогда не надо утяжки делать. Если вы голову пришиваете, вы пришиваете к шее. Видите, здесь дырка остается. И здесь надо... Короче, надо глубже туда садить. Хоть убей меня. Ее нужно глубже туда, там должна быть побольше дырка. Его надо прям так туда внутрь посадить, чтобы вот эта вся порнография здесь исчезла. Вы даже не представляете, что я сейчас сделаю. У меня сейчас здесь такой бардак будет. А это мне не рабочая комната, да? Это вообще-то спальня здесь моя. У меня нету рабочей комнаты. У меня... Если бы у меня был бы муж, он бы меня выкинул бы отсюда. Представляете? Все-таки, когда баба одна, тут даже и плюсы есть в этом. Ты можешь заниматься чем хочешь в своей спальне. Единственное, кто мне здесь всегда мешает, так это моя Стелка. Ребенок уже 2 класс ходит, а так как привыкла идти почти уже 3-й год одна, она спит со мной. Знаете, что я сделаю? Я зашью вот это место тоже. Вот это место я зашью. Чтобы это дырочки видно не было. Или надо так засунуть. Вот, ничего не буду зашивать. Я просто утяну. Вот так. Я все это затяну, и ничего видно не будет. Вот так вот надо пришить голову. Девочки, пришиваем эту голову и смотрим, будет он стоять или нет. Если вы пришиваете, красавицы мои, пришивайте немножко в наклон сюда. И утягиваете чуть-чуть ближе. Здесь вы пришиваете, а здесь чуть-чуть вот сюда утягиваете. Тогда не надо будет делать утяжки здесь снизу. Она автоматически уже слегка так пришита. И когда она будет стоять, она не будет вперед падать. Она не будет падать. Конечно, здесь желательно бы такую прям стабильную проволоку, да, чтобы она прям такая твердая была. Это она не такая твердая. Но не было у меня другой. Короче, все. Вот это вот все мы пришиваем. Ушки пришиваем, рога пришиваем. Вставим его в отличную позу, чтобы здесь все держалось. Хвост пришиваем. Я здесь надо пропылесосить мне все, иначе я как курица общипанная. Это мы, девочки, сделаем завтра. А сегодня, хоть вот убейте меня, я знаю, вы сейчас спать хотите. А я хочу связать еще накидку, и я буду готова. Короче, я сейчас здесь порядок наведу, да? Я приду. Итак, девочки, смотрите, вот так вот выглядит накидочка. Давайте мы с вами свяжем. Тут немного довяжем. Тогда сегодня уже будет все готово. Вы сейчас пойдете баньки, а я еще довяжу. Все пришью. И завтра видос будет готов. Я уже даже не представляете, в каком предвкушении, когда она будет, эта девочка, готова. Все-таки я сделаю ресницы, это будет девочка, хоть убей. Пусть она будет меня недовольная, но хочу самочку. 17 воздушных петель. Не отвлекайтесь. Мне тут одна девушка, не помню кто. Извините, пожалуйста, но это должна сказать. Иначе это буду не я. Тут одна девушка мне написала: Лена, говорит, я в каком-то моменте с тобой какую-то деталь она вязала. Она, говорит, каждый раз, когда, говорит, начинала это вязать, и что-то там я ляпнула, она постоянно при этом моменте ржала. И она, говорит, я раз 5 перематывала назад, и каждый раз, когда я пыталась этот момент связать, я начинала ржать. И забывала вообще, сколько там петель. Вы знаете, я вот уважаю всех тех, кто любит юмор. Я вот тоже сама такая, я очень люблю юмор. Я насчет этого, ну, честно, я не люблю, чтобы все так было как-то сухо. Но это не я, понимаете? Поэтому те, кто здесь юмор не любит, они, конечно, они свой негатив здесь оставляют. Вот, ну, я уже на этих людей даже внимания не обращаю. Их мало, их очень мало. И за это вот я вот правда всем так благодарна. Тут, ну, может быть, на 300 человек одна овца всегда найдется. Но их очень мало. Вот. Что я говорила вообще? Я уже сама забыла. Короче, вяжем 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Дальше. Со второй петли мы вяжем 16 столбиков. Короче, со второй петли, это значит, это первая, вот вторая. Вот сюда вторую входим.
И вяжем 16 столбиков просто до конца этой полосочки, или как она называется. Сейчас, подождите, в голове крутится. Не знаю. Все, время спать. Я и так-то разговаривать толком не могу еще перед сном. Это вообще у меня мозг отключается. У меня только руки работают, они еще... Я сплю, они у меня еще вот так вот двигаются. По цепочке. Вяжем по этой цепочке. Господи, Лена. Не стыдно для тебя? Сколько? Я 16 говорила. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Да, вот еще 16. Сама себе усложняю работу, если чересчур много болтаю. Ну, не могу. Так, 16 провязали. Провязали, да? Воздушная петля. Поворачиваем работу. И вяжем. Одну прибавку. Далее вяжем 14 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. Не хочу тормозить видео, мне лень руку поднимать. 6, 7, 8. Ой, она такая бархатная, такая красивая она будет. 11, 12, 13, 14. И в конце у меня одна здесь прибавка. Воздушная петля. Поворачиваем работу. Дальше вяжем одна прибавка. И вяжем с вами... Нет, девочки, извините, вру. Не прибавка. Мы сделали воздушную петлю. Сделали, да? И она не спустилась уже. Это чересчур быстро я пошла. Вот, воздушная петля. Теперь мы вяжем с вами 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. Делаем одну прибавку. Теперь вяжем с вами 6 столбиков. 2, 3, 5, 6. И вяжем с вами одну прибавку. Потом вяжем с вами 5 столбиков. 2, 3, 4 и 5. Воздушная петля. Поворачиваем. Теперь мы вяжем с вами прибавку. И провязываем пока 18 столбиков. Провязали и в последнюю петлю делаем одну прибавку. Делаем воздушную петлю, поворачиваем. Так, вяжем теперь 4 столбика. Раз, два, 3, 4. Теперь мы вяжем с вами одну прибавку. Провязываем сейчас 12 столбиков. Провязали, теперь мы делаем одну прибавку и 4 столбика до конца. Раз, два, 3 и 4. Воздушная петля, поворачиваемся зубами к стенке. Самая лучшая поза у женщин, да, зубами к стенке. Она туда такая добрая, да? Так, повернулись. У нас с вами 24 столбика. Вяжем одна прибавка.
И вяжем с вами 22 столбика. Провязала. В конце у нас еще остается одна прибавочка. Теперь мы делаем воздушную петлю, поворачиваем и вяжем, девочки, у нас сейчас 26 столбиков, вяжем 4 ряда без изменений. Потом сделаем 2 ряда с убавками и делаем обвязку. И все. Сейчас мы вяжем 4 ряда без изменений. Окей? Туда и сюда. Итак, 4 раза. Итак, девчат, смотрите, короче, провязала эти 4 ряда. Теперь мы делаем 2 ряда с убавками. И все. Так, мы вяжем сейчас одну убавку. Я здесь буду ее за обе стеночки вязать. Раз, убавила. Теперь вяжем 4 столбика. Раз, 2, 3, 4. Теперь мы делаем опять одну убавку. Теперь мы вяжем 10 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. И теперь мы делаем одну убавку. Вяжем теперь 4 столбика. И в конце делаем одну убавку. Воздушная петля, поворачиваем. Так, последний ряд с убавками. Мы вяжем 6 столбиков, 1 убавка, и так 2 раза. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь делаем одну убавку. И так еще раз. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем одну убавку. Теперь мы вяжем 6 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5 и 6. Так, девочки, у нас 20 столбиков. Я так понимаю, что вот это должен быть перед, это, наверное, зад. Она вот так, наверное, ложится. А нет, наоборот, вот так. Зад длиннее. Смотрите, зад длиннее. Так она ложится. Сейчас еще обвязку сделаем. Так, обвязать накидку, столбик без накида по периметру со всех сторон. После этого прикрепить белую нить и обвязать накидку рачьим шагом. Асу. Асо, еще смотрите, здесь надо это. Еще вот такие надо эти сделать. А куда их цеплять потом? Ну, эти, знаете, вот как она называется? Завязки для накидки. Чтобы завязывать, наверное. Но это я, наверное, оставлю. Я, наверное, не буду делать. Я просто оставлю вот эти вот накидку сверху накину. И все. А завязки, они где должны быть? Пришить завязки для накидки в произвольном месте где-нибудь. Светочка. Светик. Где мне их пришить? Мне кажется, это будет очень красиво, если мы их свяжем, да, это просто вот и пришьем вот тут вот на груди и завяжем так бантиком. Будет очень красиво. Сделаем. Сделаем? Сделаем, девочки. Короче, так, вот тут, знаете, как можно сделать? Вот эту последнюю петельку мы ее распустим, да, последнюю. Вот так. Убираем эту нить. Берем белую и протягиваем ее здесь. Так. И теперь обвязываем. Вот эти 2 нитки ложим. Просто обвязываем. И если мы стоим где-нибудь на углу, то в этот угол всегда идут 2.
петельки, чтобы мы повернулись. Так, и обвязываем просто столбики без накида. Смотрите, вот здесь вот нету этой ровной линии, но вам надо так вводить крючок, чтобы вот эти вот, чтобы эта линия сама по себе ровно шла, понимаете? У меня не всегда получается. Здесь-то она ровно пойдет, потому что мы прям под петли вводим, а по бокам нет. Это надо как-то, ну вы понимаете, да? Как-то попробовать, чтобы было ровно. Чтобы не прыгали вот эти вот цик-цаки, или как они там называются. Чтобы они как-то на одной линии шли. Ну, как-то так. Подобие, чуть-чуть подобие. Так, короче, мы обвязываем полностью ее. Слушайте, мне кажется, он такой будет красивый. Он прям настоящий будет. Как будто вот еще бы Санта-Клауса рядом поставить. Мне надо посмотреть где-нибудь схемку Санта-Клауса. Вот сюда, девочки, 2 петельки делаем. Одну и сюда же вторую, чтобы повернуться. Теперь здесь другая совсем идет линия. Она такая потоньше. Я не знаю, куда я иду, но я просто под петельки вхожу. Я не вижу эти петли, не вижу вообще счета. Я просто захожу и говорю: здрасте. Не ждали. А мы приперлись. Раньше так было, да, всегда? Ой, смотри, как красиво. Не ждали, а мы приперлись. Раньше без приглашения могли в гости ходить. Сейчас такого нету ни у кого. Да, мне кажется, это не потому, что все такие плохие, а потому что все мы такие. Я бы, например, тоже бы не очень бы хотела, чтобы ко мне кто-то так без приглашения как завалил домой. Может, я там в трусах бегаю. Освобождаюсь от всяких резинок, да. И тут на тебе, здрасте. Или у меня всегда неожиданно может быть такой бардак в доме, что думаешь: боже ты мой, блин, как они не вовремя. Да, какое-то время стало такое. Раньше было всем все равно. Самое главное, на столе сало, яйца жареные и самогонка. Да? Ох, было весело. И никто не смотрел там на твои углы в пыли или на твои грязные окна. Да? Никто на это не обращал внимания. Сейчас жизнь другая. У кого чище, да круче, да лучше. Вообще неинтересно стало. Вот я это говорю вам тут, а сама ведь такая же, понимаете? Сама ведь такая же. Я сама же тоже к себе в дом не запущу, пока хату не вылежу, потому что я не хочу, чтобы люди себя дискомфортно у меня чувствовали. Вернее, они-то, может быть, дискомфортно себя чувствовать не будут, а буду я себя чувствовать дискомфортно, да? А потом скажут, выйдут и скажут: Ленка, засранка, например. Это пример, да? Вот. И так же сейчас у всех. Новый год как гуляли? Посевать. Да куда пошел? Куда захотел, туда и пошел. Где захотел, там и засыпал. Зашел, подошел к столу, налил себе, выпил, с Новым годом всех поздравил и пошел. Так же, да, у всех раньше было. Сейчас попробуй так сделать. Такого нет. Жизнь скучная стала. Да я бы никому бы, если честно, так бы и не пошла. И вообще не знаю, почему на эту тему пришла. Ну, потому что Новый год, потому что он тут. Новый год, он уже не гуляется так, как раньше. Я в детстве так на эти мандарины радовалась, за эти мандарины. Для нас это прям дефицит был, мандарины или апельсины получить в этих вот кулечках в садике, да, это было что-то. Сейчас какие мандарины? Возьмите своему ребенку сейчас. Девочки, возьмите своему ребенку за место там, не знаю, карманных денег или там какой-то крутой игрушки, положите ему в ключик пару сникерсов и мандаринов. И посмотрите на его взгляд, когда вы ему это преподнесете. Я один раз так сделала, я кому-то из детей так подарила. Но, конечно, мне заранее игрушка уже лежала. Ты что, там уже Дед Морозу такой список был написан, да? Ты попробуй, там одну игрушку пропусти.
Там столько рёва было. Ну, конечно, у них были свои границы. Столько-то до столько. Дед Мороз не миллионер, да? Вот. Но один раз я так поприкалывалась и сказала, что у Деда Мороза деньги закончились, и вот это тебе вот этот подарочек. Так медленно, так, знаете, протянули, взяли и стоит и смотрит. А, они сперва не дураки, они начали искать деньги там, понимаете? Они думали, что, ну, мама, она что, решила поприкалываться, и давай в этом кульке деньги искать. Крутил, вертел, а там ни хрена, кроме мандарина. Если бы вы видели лицо детей. Я этого спросила, я говорю, вас бы, говорю, в Россию, ёшкин свет, в какую деревню, где люди еще срать на улицу ходят, я бы посмотрела бы, какие бы вам там игрушки бы подарили. Ой, честное слово, я их всегда так, ну, всегда так беру, знаете, этим, как говорится, шугаю, да? Шугаю этим, но бесполезно. Бесполезно. Делаем рачий шаг, девочки. Делаем воздушную петлю. И теперь таким же методом только назад. Вот так вот, чтобы красиво было. Это называется рачий шаг. Самая красивая обвязка это для меня. Кстати, вот эта нитка, она так красится. Если я сейчас чуть-чуть белый потру, у меня белая будет бордовая. Короче, девочки, я не хочу забирать у вас время. Вот так обвязываем весь край. И если вы находитесь здесь на углу, то несколько раз в этом месте. Ну, чтобы вы так плавно повернулись. Окей? Смотрите, ну ничего так. Это изнаночная, вы видите, да? Совсем другой здесь рисунок. Это лицевая. Давайте довязываем, потом посмотрим. Итак, девочки, посмотрите, какая красивая у меня накидка получилась. Так, где мой осел? Вот он. Вот так. Вот так накидка будет. Знаете еще, как красиво будет сюда какую-нибудь снежинку. Что-то такое. Давайте сделаем вот так ему здрасте. Вот так вот. Вот так вот он должен смотреть. Ну как можно такое не любить, да? Так. У меня уши горят 2 часа ночи. Кому-то я снюсь, наверное. Кому-то я снюсь. Уши горят у меня. Так. Девочки, что осталось связать, это вот эти вот штучки. Давайте их свяжем. Они будут красивые. Завязочки, чтобы вот на груди так завязать. Сразу вспомнила вот этот вот мультик Кай и Герда, да, где вот они так, она в такой накидочке тоже, по-моему, была, тоже как-то завязывалась. У нее на плечах такая была и такая, как называется это вот, в руки так одевать. Ух, не знаю, короче, не хочу ничего говорить по этому поводу, но что такое. Вот. Так, вяжем. Что здесь надо делать? Да, 6 колечко амигуруми. Таких надо нам 2 штучки связать. И вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Делаем здесь соединительную петлю в первую. И теперь вяжем воздушных петелек 15 штук. И вот вам такие будут эти завязочки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, куда будем привязывать? Спереди здесь. Одну здесь привяжем, одну здесь. И пусть они так висят. Их можно просто на шее завязать. Или просто они висят, пусть будет красиво. А как лучше сделать? Как их лучше привязать? Охота сразу этим крючком просто на угол сюда. Соединительной петлей. Как-то так. Не люблю шить. Вот так как-то, да? Можно здесь еще зацепить, чтобы она так не торчала, а сюда ушла как-нибудь. Здесь где-нибудь.
так. Вот так. Ну, теперь можно будет отрезать, и она будет так висеть. Так. Вот этот вот тоже отрезать. Где-то такая нитка, она не распустится. Она даже, она, значит, она не скользит. Поэтому здесь ничего не будет, если ее просто отрезать. Ну, можно зажигалкой припалить, но дело в том, что белая нитка, если ты ее зажигалкой прижгешь, она будет черная. Это будет некрасиво. Черные, конечно, можно, но это не видно. Вот просто ее так убрать, и все. Вот, и будет вот такая вот штучка висеть. Девочки, все, я все связала. Все связала, все сделала как нужно. Я все равно это чуть-чуть припалю, наверное. Или оставлю, он у меня как декорация будет стоять, она не распустится. Или припалю лучше. Вот так. Короче, вяжем еще вот одну такую. И когда мы ее приложим вот сюда, то она будет просто вот так вот здесь свисать. Мы можем просто ее как завязать здесь, понимаете? Просто завязать один раз просто. И пусть они так вот свисают. Это если вам нравится. Все. Короче, связкой мы закончили. Спасибо автору за такое чудо. Светик, тебе большое спасибо. Это не последняя твоя работа, что мы здесь свяжем. У меня еще шикарные есть от Светланы на День Святого Валентина. Там такие вещи. Есть красивый ангелочек. Я еще очень хочу ангела связать на Рождество. Да, это как рождественский будет ангелочек. Очень красивый. У нее такие шикарные работы. Так что можете там уже заранее скачивать на Инстаграме. У нее очень много красивых МК. Будем делать. Так, что мы теперь делаем? В первую очередь мы пришиваем голову, пока вот она легкая, пока ничего здесь не мешает, пришиваем голову. Как пришьем голову, я уже говорила, пришиваем здесь и немножко захватываем вот эту вот часть, чтобы она слегка вот так на бок смотрела. Потом пришиваем рога, уши, ну и все, хвост пришиваем. Накидку накладываем. Я все-таки, наверное, еще и ресницы сделаю. И завтра, девочки, я вам покажу. У меня еще есть желание это все пришить. Полчаса я себе уделю. Вот. Но мне кажется, больше для этого надо будет, но все равно. И завтра вам покажу, что у меня получилось. Да, я буду очень рада вашей реакции. Мне очень интересно. Я от вашей реакции прям заряжаюсь, честное слово. Если она реально красиво получается, то это как энергообмен для меня. Если люди говорят: вау, как красиво. Я такая: да, Ленка, молодец. Все, девочки, я вам всем желаю спокойной ночи, да? И еще хочу вас всех поблагодарить за то, что вы со мной, что вы мне пишете. Вас столько много всех. Если я кому-то сразу не отвечаю, вас правда очень много. Да? Вас за 100 тысяч, если не больше. И мне все пишут. Очень многие пишут. Поэтому и пишут столько всего хорошего. Спасибо вам большое. И я вот от всего сердца желаю вам всего того, что желаете вы мне. А вы мне столько всего хорошего желаете. Вам 10-кратно я желаю. Вот. Самое главное, не болейте. Это самое главное. Раньше я часто-часто вспоминаю, мамка всегда: здоровья тебе, доча, ума тебе побольше, да, в мои 15-16 лет. Я говорю: мама, а я джинсы хочу. Она говорит: здоровья тебе, доча, еще раз здоровья. А сейчас в 40 лет сидишь и думаешь: вот дура была, не слушалась. Потом раз в спине где-то там как ёкнет, и думаешь: о, какие джинсы. Тут бы с тебя песок не сыпался, да. Время летит, это труба просто. А в душе как в 18, девочки. Мне кажется, я еще такое бы натворила в своей жизни. Да нельзя, нельзя. Ой, все, пошла я спать на хорошей такой нотке, прям аж как будто камень с плеч. Я целый месяц с вами не вязала, по-моему, да? Но у меня было очень много работы. Очень много работы было, и всего, короче, и нервотрепок, да, и вот психозаматов тут всяких, все, что хочешь, короче. Но зато сейчас белая полоса поперла. Все будет хорошо. Я вас всех люблю. Пока.
Девочки, всем доброе утро. Посмотрите, что у меня получилось. Не стала я ему клеить ресницы, ну потому что здесь ничего я женского не вижу. Поэтому думаю, оставлю я эту недовольную рожу. Такая, какая она есть. Ну ничего, так получился красавчик. Для зимы готов. Вот. Ну и вы тоже готовьтесь, да? Если вам понравился этот чудик, то вперед! Я вам всем желаю легких петелек и до следующего раза. Пока!